Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своем канале. Мы сейчас в Болгарии. Вместе с вами мы, друзья, внимательно следим за теми событиями, которые сейчас происходят в Украине. Сегодня 20 сентября 2024 года, а вчера мы с вами стали свидетелями Львовского судилища, рассматривающего вопрос о продлении подозреваемому в убийстве Ирины Фарион Вячеславу Зинченко меры пресечения в виде круглосуточного пребывания в СИЗО, то есть ареста еще на 60 дней. Если вы, друзья, смотрели трансляцию из зала суда, то наверняка знаете, что суд продлил Вячеславу срок пребывания в СИЗО еще на 60 дней, удовлетворив ходатайство обвинения и отклонив ходатайство защиты об изменении меры пресечения на домашний арест с использованием средств электронного слежения. Суд вынес решение 19 сентября, и значит срок пребывания Вячеслава в СИЗО продлен до 19 ноября. Нужно заметить, что ничего такого особенного и ничего нового по делу прокурор не озвучил. Каких-то новых фактов по делу не объявил, а просто сказал, что Вячеслав якобы несет какую-то особенную угрозу потерпевшей стороне и якобы может как-то воздействовать на потерпевшую, на участников процесса, что якобы может воспрепятствовать следствию. Защита опять говорила об отсутствии оснований для подозрения Вячеславу, о том, что все используемые в качестве доказательств того, что Вячеслав совершил убийство Ирины Фарион, можно считать сомнительными, и таким образом трактовать их, эти используемые обвинением доказательства, в кавычках, в пользу подозреваемого Вячеслава Зинченко. Уголовным законодательством Украины установлено, что эта трактовка всегда осуществляется в пользу подозреваемого, в пользу обвиняемого. Но, как мы видим, друзья, следствие не торопится с тем, чтобы хоть как-то довести до логического содержания свои измышления и просто в наглую строить свои подозрения на явно противоречивых утверждениях. Это еще и еще раз убеждает нас с вами, друзья, в том, что с привлечением Вячеслава Зинченко в качестве подозреваемого в убийстве Фарион что-то не то. Создается явное впечатление о том, что следствие, вместо того, чтобы раскрыть преступление, не то что не раскрывает его и не проводит необходимых экспертиз и следственных действий, таких как, например, опознание человека в панамке и очках, просидевшего во дворе дома, где жила Фарион в течение 3 недель, с тем, чтобы убедить суд в обоснованности своего подозрения, а наоборот, старается все более и более запутать обстоятельства, наводя на мысль, что следствие пытается скрыть следы преступления, которое совершил не Вячеслав Зинченко, а кто-то другой. Сторона обвинения просто заявляет, что Вячеслав представляет угрозу, и поэтому его нужно держать в СИЗО под круглосуточным арестом. Суд не счел возможным заменить Вячеславу меру пресечения на домашний арест, мотивируя тем, что Вячеслав представляет угрозу Софии Семчишин и ее детям, а также свидетелям и участникам процесса. Какую же угрозу представляет Вячеслав, распоясавшийся Софии Семчишин? Софии, которая публично угрожала Вячеславу убийством в тюрьме? Трудно сказать. Он 18-летний парень, который занимается спортом, который имеет проукраинские взгляды, который никакой особой личной неприязни к убитой Ирине Фарион не испытывал. О какой угрозе идет речь, сообразить непросто. С другой стороны, София Семчишин угрожала Вячеславу, пугая его тем, что они, дескать, добьются того, что Вячеслав сгниет в тюрьме. Это была явная угроза убийством, причем публичная, которая подлежит уголовному наказанию. Привлечение Софии Семчишин к уголовной ответственности движется достаточно медленно, но адвокат Вячеслава просил возбудить уголовное дело по привлечению Софии к уголовной ответственности за угрозу убийством, но пока с этим есть некоторые проблемы. Дело не регистрирует в реестре.
А вот представляет ли потерпевшая сторона угрозу для Вячеслава Зинченко, вот это уже более интересно. София Семчишин, то есть дочь Ирины Фарион, которая, на мой взгляд, имеет мотивы для убийства своей матери и, в частности, желает унаследовать квартиру, в которой проживала убитая, причем препятствием к этому наследованию могло оказаться предполагаемое замужество убитой. В случае, если бы Ирина Фарион вышла замуж, то София утратила бы или частично, или полностью право на наследование этой квартиры. Такого рода убийства относятся к правонарушениям, связанным с насилием в семье. Эти правонарушения, могут иметь как административный, так и уголовный характер. А о том, кто кому угрожает, то ли София Вячеславу, то ли Вячеслав Софии, ни в материалах дела, ни в судебном производстве пока нет. Конечно, София пыжится, чтобы спровоцировать конфликт в связи с противостоянием на языковой почве. Но пока это у нее и у тех, кого она называет «мы», угрожая Вячеславу, не получается. Что еще в этом деле есть интересного? Так это доказательство якобы того, что Вячеслав Зинченко причастен к убийству. Например, фактов, подтверждающих, что именно Зинченко в панамке и в очках сидел на лавке в течение 2-3 недель во дворе дома, в котором проживала Ирина Фарион, не установлено. Опознание не проводилось, а без опознания утверждения о том, что во дворе на лавке сидел Зинченко, являются голословными. Но зато в материалах дела есть скриншоты проводки человека в панамке и очках, движущегося по Львову. И, как оказывается, этот движущийся по Львову в панамке и очках человек совершал свое движение в тот же момент, когда камеры фиксировали факт нахождения Вячеслава Зинченко на балконе съемной квартиры. Это действительно супермистификация и суперспособности конспирации, проявленные Вячеславом. То есть, оказывается, он может раздваиваться и находиться одновременно в 2 местах. И на балконе, без панамки и очков, и передвигаться в то же самое время в панамке и очках по городу. Но Вячеслав может раздваиваться и одновременно, находясь на балконе, идти по городу, или еще круче, находясь в съемной квартире в виде одной из своих личностей, в то же время совершать убийство, находясь другой своей личностью или ипостасью во дворе дома, где жила Фарион. Здесь действительно, без экспертизы, следствию очень трудно будет доказать наличие у Вячеслава таких способностей. Есть еще один интересный трюк, который, по мнению следствия, демонстрирует Вячеслав. А именно, оказывается, он может сидеть на лавке во дворе дома, где жила Фарион, и одновременно тут же сидеть и на стуле, сидя на лавке. Вы не пробовали? А вот попробуйте, сидя на стуле, сидеть на лавке. Может, у вас получится? Тогда, так сказать, вопросов нет, но пока они есть. Как это Вячеслав, сидя на стуле, может сидеть на лавке? И третье. Поразительная способность Вячеслава. Это его умение регулировать свой рост. Причем не на 2-3 сантиметра, а на целых 15. Оказывается, по версии следствия, его рост, при том, что он сидел на лавке, составлял 170 сантиметров, тогда как сейчас его рост 185 сантиметров. Это как так можно вырасти 18-летнему парню за 2 недели на целых 15 сантиметров? Или, будучи 185 сантиметров ростом, уменьшить этот рост до 170 и в таком виде усесться на лавку в панамке и очках? Вы, наверное, бывали в цирке. Так вот тут, по всей видимости, представление похлеще циркового шоу. Перед вами великий мистификатор Вячеслав Зинченко со своими суперспособностями раздваиваться, находясь одновременно в 2 местах, сидеть одной задницей и на лавке, и на стульчике, и в мгновение ока менять свой рост на целых 15 сантиметров. Но по сценарию следователей именно это и демонстрирует
супершпион типа агент 007 Вячеслав Зинченко. И если такого выпустить из СИЗО, то сами понимаете, что он может натворить. Как пел Владимир Высоцкий, он то ходит в чьей-то шкуре, то в пепельнице спит, а то и на абажуре кого-то соблазнит. Ну, Джеймс Бонд, да и только, под псевдонимом Вячеслав Зинченко. И вот, чтобы скрыть свои суперспособности, Вячеслав, конечно же, в целях конспирации снимает квартиру в центре Львова на свой паспорт и оплачивает аренду своей банковской карты. Ничего не скажешь. Это, как вы, друзья, понимаете, он делает для того, чтобы запутать следствие, изобразить из себя полного профана в деле конспирации. И вот такие вот моменты, такие вот неувязки ничуть не смущают ни следствие, ни суд, ни потерпевшую сторону. И они продолжают разрабатывать версию о том, что якобы это именно Вячеслав Зинченко является исполнителем убийства Фарион. При этом потерпевшая сторона угрожает Вячеславу расправой в тюрьме. Причем эти угрозы, на мой взгляд, имеют под собой достаточно веские основания, потому что отец Софии Семчишин, по моим данным, имеет криминальное прошлое. То есть не исключено, что именно из-за этого криминального прошлого был в свое время осуществлен развод Ирины Фарион с отцом Софии Семчишин. Например, для того, чтобы не портить, так сказать, партийную карьеру Ирине Дмитриевне. Но, тем не менее, Вячеславу Зинченко продлили арест пребыванием в СИЗО еще на 60 дней, то есть на 2 месяца. Чем завершатся следственные действия, мы с вами, друзья, узнаем и будем за этим следить. Кроме дела об убийстве Ирины Фарион в украинском новостном пуле имеется еще одно событие, касающееся Ирины Фарион. Это ее героизация. На сайте Кабмина Украины петиция о присвоении звания Герой Украины Ирине Фарион набрала 25 тысяч подписей. И теперь эта петиция будет рассмотрена. Рассматривать петицию будет комиссия Министерства образования и науки Украины. Ну, как вы, друзья, знаете, министром образования и науки в Украине является никто иной, как Лисовой, на которого, в частности, очень активно в свое время, будучи живой, наезжала и обвиняла в плагиате и во всех остальных грехах Ирина Фарион. Вот, значит, комиссия Министерства образования и науки будет рассматривать вот эту петицию о героизации Ирины Фарион. Что касается меня лично, то лично я возражаю против такой героизации, потому что сама Ирина Фарион, она своей деятельностью не объединяла Украину, а вносила в ряды граждан Украины раскол. Причем этот раскол она вносила, не опираясь на законы Украины. Ну и в частности делала она это, игнорируя принцип верховенства права. То есть по Конституции Украины, в соответствии с 10 статьей, русский язык имеет статус свободно используемого языка, а украинский язык статус государственного языка. Но Ирина Фарион в своей риторике призывала к тому, чтобы русский язык в Украине утратил свой статус свободно используемого языка, несмотря на то, что этот статус утвержден Конституцией Украины, и требовала, чтобы русский язык в Украине вообще был запрещен. Такая деятельность Ирины Фарион не способствует тому, чтобы объединить украинское общество, объединить граждан Украины всех национальностей и всех языковых групп. Поэтому, с моей точки зрения, Ирине Фарион не стоит присваивать звание Героя Украины. Ну а как решит комиссия Министерства образования во главе с Лисовым, как решит Кабинет министров, это, друзья, мы с вами тоже узнаем. Вот такие вот новости касательно Ирины Фарион. Значит, продлили срок пребывания в СИЗО Вячеславу Зинченко, и будет рассмотрен вопрос о героизации Ирины Фарион. С вами был Валерий Табаков. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, распространяйте это видео. До новых встреч, друзья!